Я бы хотела поговорить о наиболее трех четких таких группах, которые вырисовываются в процессе работы с пациентами. Значит, первая группа – это женщины, которые в силу каких-то психологических проблем, как правило, это бывает несчастная любовь. Вторая группа – это женщины, их достаточно много, которые не в силу психологических проблем, а в силу своего собственного психического заболевания или реже психосоматического заболевания накладывают на себя руки. И третья группа – это мужчины. Почему я отдельно выделила мужчин? Потому что мотивация у мужского населения, как правило, бывает отличима от женской мотивации. В принципе, эта тема очень емкая, очень многогранная, и она не укладывается в рамки не только лекции, но и даже монографии. Но в общих чертах, наверное, как клиницист, я больше сталкиваюсь с этими тремя основными группами. Что бы я хотела сказать? Несмотря на то, что шапка, заглавие над всеми тремя случаями одна, подход к этим больным и психотерапевтическая суть работы кардинально разные. Начнем со второй группы. Там, где речь идет о психическом заболевании. Разумеется, рамки психотерапии резко ограничены. Дело не в том, что врач не хочет принимать таких больных, а дело в том, что ограничена у больных восприимчивость. Таким образом, в общем-то, излишняя психотерапия, особенно психотерапия, которая будет основываться на клинической психологии, на философии, на вопросах морали, нравов, это исключается. Первая группа, там, где несчастная любовь, конечно, психотерапия очень важна, очень нужна, но в данном случае женщина бывает не склонна выслушивать. Кроме того, эпатажности в ее действиях, манерности, вычурности иногда, в зависимости от типа личности, бывает настолько много, что ей, грубо говоря, невыгодно приходить на сеансы, невыгодно общаться с психологом, то есть она бы хотела, возможно, пролонгировать состояние, дабы достичь каких-то своих социальных нюансов. Это в общих чертах. И третья группа – это мужчины. Мужчины, народ интересный, как правило, они дорожат своей жизнью, как правило, они боятся физического воздействия на свое тело, по-разному, у всех по-разному, но в общем и целом. Но если вдруг мужчина с тонкой нервной структурой, очень восприимчив, очень менталитет его высок, воспитан, тонок по натуре, и его преследует ряд неудач, конечно, он тоже может прийти к этому выводу. Конечно, у мужчины тоже может быть эпатажность, но значительно меньше, и, разумеется, мужчина может быть болен. Почему я очертила грубо эти три группы? Потому что так или иначе подход, терапия и даже реестр диагнозов будет различен в трех этих группах, но идентичен внутри каждой группы, вне зависимости от того. Причем даже пол, в принципе, может меняться. Если я говорю большинство женщин, в этой группе могут быть и мужчины, в зависимости от их психоэмоционального фактора. Но больше меня интересует в данном случае диагноз. Меня, в смысле, как человека, кто с ними работает, как человека, который устанавливает рамки психотерапии. От диагноза, от менталитета и от социального уровня. Почему диагноз? Потому что если психология отягощена, причем любая психология, любой психологический фактор, любой конфликт, который перенес пациент, даже можно сказать клиент, а не пациент, вне зависимости от этого, вне зависимости от диагноза, габитус, то есть состояние больного, может быть совершенно различным. То есть может быть больной с очень тяжелым состоянием, но он будет выглядеть неплохо и переносить удовлетворительно, и работа с ним будет однотипной, а может быть больной с какой-то минимальной проблемой, но устраивающей паническое состояние и
такие какие-то критические параметры. Менталитет. Менталитет очень важен. Почему? Потому что не только на каком языке идет работа, не только в рамках какого языка. Это может быть простая разговорная речь, а может быть более интеллектуальная речь, а может быть чисто научная речь. В зависимости от того, какой менталитет у клиента, надо подбирать речь, которой будешь работать с ним. Ибо основное в работе психотерапевта – это, конечно, речь, все остальное уже потом. Ну и, наконец, социальный уровень. Дело в том, что бывает и так, что диагноз незначителен, менталитет сложен, но социальный уровень клиента весьма низок. Поэтому в данном случае, конечно, работать очень тяжело, хотя, в принципе, отказываться нельзя, но приходится идти на какой-то компромисс. То есть надо тот бит информации, который надо внести в клиента, кроме того, внести так, чтобы это запечатлелось, осело внутри его личности. Причем не всегда есть ряд сеансов. Иногда приходится ограничиваться одним или двумя сеансами. Надо сделать это так, чтобы было сказано на его языке. Вот это и есть взаимосвязь с социальным уровнем. Очень важно. Иначе он не поймет, кроме того, он может запутаться, как я это называю. То есть пойдет антагонистическое поведение со стороны больного, он будет противиться. Разумеется, медик, психолог, врач может испытать разочарование, даже неприязнь, даже обиду, но для него это будет катастрофа, потому что усугубится его состояние, и кроме того, оно станет девиантным, то есть оно станет полиморфным, то есть оно станет совсем разным.